Последние годы Ubisoft потеряли все доверие игроков и раз за разом начали выпускать довольно посредственные проекты. Поэтому, когда в 2021 году компания анонсировала свой новый соревновательный шутер, то естественно реакция игроков была следующая. Oh shit, here we go again. Но вот мне удалось поиграть в X-Defiant во время его закрытого бета-тестирования, и если честно, французы смогли меня удивить. В этом ролике мы поговорим о плюсах и минусах игры, а также порассуждаем над вопросом, есть ли у X-Defiant будущее. Итак, в первую очередь стоит сказать, что получение доступа к закрытому бета-тестированию является всего лишь частью испытания. Потому что когда вы запускаете игру, то в 99% случаев вы столкнетесь с разнообразными ошибками, и тогда минут 10 уйдет на попытки зайти в игру. Такое ощущение, что Евгений Моз, занимающий пост руководителя компании, так и хотел вновь научить аудиторию терпению. И кто-то может сказать: «Ха, типичный Ubisoft», на что я вам отвечу, что все совершенно не так. Ибо довольно быстро они выкатили патчи, которые исправили большую часть технических проблем. Если в первые дни поиск лобби мог занять довольно продолжительное время, то после патча ждать приходится от силы несколько минут. Должен сказать, что это меня очень удивило, но учитывая их плачевное состояние, логично, что ребята из Ubisoft Сан-Франциско попытались сделать все идеально, а все ошибки исправить в кратчайшие сроки. Вообще довольно забавно, что создание шутера поручили студии, которая до этого не имела опыта в создании подобных игр, но видимо других свободных в распоряжении не было. Ну окей, пацаны, что у нас там по самой игре? Всего в закрытом бета-тестировании было представлено 4 режима. Сопровождение, где одной команде надо довести payload до конца, а второй его остановить. Zone Control, где присутствует 5 точек, которые надо одной из команд захватить, а второй удерживать. Знакомый всем фанатам Call of Duty режим Domination, где есть 3 точки, и чем больше вы захватите, тем быстрее очки будут набираться. И Occupy, в котором есть одна точка, которая периодически меняет свое местоположение и которую для победы надо защищать команды оппонентов. Нельзя сказать, что режимы являются прям супер оригинальными, так как подобные можно было поиграть и в других шутерах, но это все равно довольно весело, и после окончания у тебя появляется желание запустить следующий матч. В будущем для игры должны добавить больше режимов, и это правильно, ибо в подобных шутерах важно иметь большое разнообразие. Уже в новом трейлере можно заметить 5-й тип, но, к сожалению, его в бета-тестировании не было. Игровые карты, на которых происходят основные события, оказались также неоднозначными. С одной стороны, они довольно красивые и атмосферные. Тут много знакомых мест из таких игр, как The Division, Watch Dogs, Far Cry и так далее. Просто гулять по ним довольно интересно, и можно вновь похвалить дизайнеров Ubisoft за проработку. Но с другой стороны, а точнее со стороны геймплея, не все из них оказались прям уж хорошими. Например, на многих из них, в частности на Таймс-сквере, довольно много открытых мест, из-за чего удержание точки или банальное продвижение вперед порой становится довольно проблематичным. Хотелось бы, чтобы разработчики учли этот момент и поставили больше укрытий, дабы сторона нападения могла в случае чего укрыться от назойливых снайперов и нормально продвинуться вперед. Еще одна проблема карт — это так называемые choke points. Дело в том, что на некоторых проход довольно узкий, а поэтому если команда противников не разбредается кто куда, а нормально отыгрывает в команде, то прорваться через такую оборону становится попросту невозможно. Причем тут также играет свою роль high ground, так как зачастую высокие точки расставлены в очень неприятных местах для стороны атаки. Короче, карты получились хоть и красивыми, но не совсем отполированными. А поэтому будем надеяться, что авторы учтут критику и исправят эти неровности. Тем не менее, не стоит забывать, что X-Defiant — это геройский шутер. Ну то есть у нас есть фракции со своими уникальными способностями и внешним видом. Во время бета-тестирования было доступно 4, и все они, как и карты, вдохновлены известными франшизами Ubisoft.
Причем каждую из фракций можно условно поделить на типичные классы. Чистильщики из The Division выступают как типичные DPS, стараясь нанести как можно больше урона и выкуривая врагов из укрытий. Призраки — это танки, ставящие щиты и тем самым прикрывающие команду. Либертат из Far Cry 6 являются хиллерами, ибо их способности напрямую завязаны на хиле себя и своих тиммейтов. Третий эшелон — это классические представители класса разведки, так как только они могут юзать инвиз и имеют доступ к вулхаку. Вот только не все из них оказались одинаково сбалансированы, а поэтому в матчах нередко можно встретить команды, состоящие чуть ли не из одной фракции. Сами посудите, кому захочется играть за тех же чистильщиков с их довольно слабой способностью, когда можно взять Либертат с их моментальным хилом, или же призраков с довольно полезным щитом. К сожалению, вот это уже знакомый почерк разработчиков, ибо французы никогда толком не могли нормально балансировать своих героев. За еще одним примером далеко ходить не надо. Только спросите фанатов Rainbow Six Siege, которые регулярно жалуются на балансные правки. Но помимо этих 4 в игре появится еще 5-я фракция хакеров из Watch Dogs. Судя по описанию, их способности будут чем-то напоминать Сомбру из Overwatch или Ревенанта из Apex Legends. Будем ждать и посмотрим, насколько они окажутся слабыми или наоборот сильными. И вот мы подобрались к самому главному, то есть к стрельбе. И знаете, она меня порадовала. Оружие ощущается классно и стрелять из него приятно. Правда, некоторому вооружению не помешал бы баф. Дробовики должны быть королями близкой дистанции, но по какой-то причине тут они довольно слабые. То же самое можно сказать про пистолеты. Они нормально подойдут, если вам надо добить оппонента, у которого осталось пара хп, но прям полноценно с ними не побегаешь. Система прокачки вашего оружия также доставила удовольствие. Чем больше вы играете с определенным оружием, тем выше поднимается его уровень, что соответственно открывает различные модификации. Их в игре довольно много, а поэтому каждый сможет собрать себе тот комплект, который ему нужен для доминирования на поле сражений. Я понимаю, что такие фишки не новинка для игровой индустрии и были в Call of Duty еще со времен старых частей, но приятно видеть, что оружие можно настроить под свой вкус. Что оказалось не менее приятно, так это ТТК, ну или Time to Kill. Ubisoft Сан-Франциско смогли найти золотую середину, а поэтому нет такого ощущения, что ты убиваешь врага полчаса, или же наоборот можешь умереть за секунду. Ну и напоследок предлагаю обсудить монетизацию, а точнее те минусы, что я заметил. Да, в бете был бесплатный боевой пропуск, состоящий из 10 уровней и предлагающий несколько довольно прикольных скинов. На его примере можно примерно представить, что будет в будущих пропусках и что будет предлагаться в игровом магазине. Я не против такой системы, и как по мне она даже лучше, чем чертовы лутбоксы, но вот с прогрессией надо что-то делать. За довольно продолжительное время я получил буквально 5 уровней, что конечно не очень прикольно, учитывая, что будущие боевые пропуски скорее всего будут состоять из 100 уровней. Чем-то эта ситуация мне напоминает Halo Infinite, так как там была аналогичная проблема. Короче, будем надеяться, что к релизу это все поправят. X-Defiant это однозначно не убийца Call of Duty, но при этом все равно имеет право на существование. Проект мне правда понравился, но и есть все-таки у меня некоторые сомнения. Все-таки это Ubisoft, а они вполне могут испоганить даже хороший проект. Причем мы уже могли видеть, что произошло с их прошлым амбициозным соревновательным шутером. Ну а у меня на этом все. Если вам понравилось это видео, то конечно же не забывайте ставить лайки и подписываться, чтобы не пропускать подобный контент в будущем. Всем удачи и до скорых встреч!